Всем привет! Это канал Moscow Streets. Сегодня мы находимся на ВДНХ, и мы собираемся задать москвичам несколько вопросов на знание географии, математики, а также хотим проверить их логику. Пойдем? Здравствуйте, как вас зовут? Меня Карина зовут, здравствуйте. Влад. Дмитрий. Меня зовут Алина. Меня зовут Лена. Катя. Илья. Меня зовут Денис. Игорь. Юлия. Роман. Анна. Полина. Алина. В гонке вы прошли второго бегуна. И какой вы сейчас? Первый. Второго прошли, значит... Я же вперед бегу, и он вперед бежит. Он бежит второй, и я бегу. Я была третья, я его прошла, значит, я первая. Если вы в гонке обогнали второго, то какой вы сейчас по счету? Если второго. Так. Ну, первый. На первом. На третьем. Бежишь в гонке, и ты обгоняешь второго. Ты сейчас какая? Вторая. Совершенно верно. Я первая. А если второго обогнала, то занимаешь его место. Первый. Нет. Если хорошо подумать, Блин. ты обогнал второго. Первый. Бегу в какой гонке? Ну, допустим, мотогонка. Ты обогнала второго. И какая ты сейчас по счету будешь? Ну, получается, первая, если обогнала второго. Ну, хотя это не так просто, поэтому я не думаю, что я оказалась первой. Ты будешь второй. Нет, второй. Второй. Совершенно верно. Океанов сколько скажешь? 8. 8? 8 материков. Океанов. Раз, два. 6. 7. А если лучше подумать? 4. Почти 5. Сможете их назвать? Атлантический, Тихий, Северно-Ледовитый. Еще там 2 каких-то было. Тихий, Индийский. И Индийский. И последний Южный. Серьезно, есть такой океан? Да. Один. Вот здесь. Один большой, который все переваривает. А сколько океанов у нас на планете? Смотрите, раньше 4 было. Северный, Ледовитый, Тихий, Атлантический, Индийский. И еще какой добавился? Южный вокруг Точно, Антарктиды. точно. Так, сколько океанов? Так, если не ошибаюсь, то 6. Почти 5. 5. Давай посчитаем их. Назовем. Так, но Каспийский океан. Это море. Каспийский. Так. Тихий. самый Тихий большой. океан. Другие. Атлантический. Атлантический океан. Так, еще Блин, не помню. какой? Сколько океанов, ты помните? Так. 5. 5. 5. Назовете? Северно-ледовитый. Тихий. И Тихий. Атлантический. Географиня мне. Тот, который все всегда забывают, это Южный. Южный, да. Товарищ Ленина, вы ответите? А сколько океанов у нас сейчас? Ну правильно. Вы сколько океанов? Ну, океан, давай посчитаем вместе просто. Давай, Тихий, Да, зря я согласилась. Северно-ледовитый. Какой еще помнишь? Никакие не помню, все забыла. Кать, ты знаешь столицу Португалии? Нет, наверное, не знаю. Чисто гипотетически. Нет, Лиссабон, наверное. Правильно. Лиссабон, да. Лиссабон. Криштиану Роналду. Столицу Португалии? Лиссабон. Лиссабон. Лиссабон, точно, Лиссабон. А столицу Португалии? Столица Португалии. Барселона. Столицу Португалии, помните? Лиссабон. Совершенно верно. Столицу Португалии, помнишь? С географией у меня было все плохо. Так что Да. А Лиссабон чья столица? не знаю. Португалии.
Португалии. Совершенно верно. Знаете, почему белые медведи не едят пингвинов? Потому что они выскальзывают из лап у них. Потому что они черные, а медведи белые. И, наверное, невкусно. Ну да, им, наверное, просто не нравится. Потому что они на разных полюсах живут. Точно, совершенно верно. Алина, а ты знаешь, почему белые медведи не едят пингвинов? Нет. Ну вот смотри, где живут белые медведи, а где пингвины? Ух ты, хороший вопрос. Потому что... Нет, наверное, не знаю. Разные полюса. Точно. Денис, почему белые медведи не едят пингвинов? Потому что они вместе живут. Как раз таки наоборот. Потому что это добрые животные. А кто из них добрый? Медведи. Да. Добрые медведи не едят добрых пингвинов. Почему белые медведи не едят пингвинов? Это тоже на логику вопрос? Наверное, да. Потому что они не едят мясо, не знаю. Нет, ну вряд ли. Кто не ест мясо? Я знаю, потому что что-то полюса разные, короче. Точно. А кто где живет, помнишь? Так, медведи, по-моему, на северном полюсе, а пингвин на южном. Да. Так, а теорему Пифагора помнишь? Нет, уже нет. Квадраты, гипотенузы. Квадрат равен гипотенузе своего угла. Нет. Почти. Чего не помню. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Точно. Молодец. Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Точно. Следующий ты отвечаешь. Пифагоровы штаны во все стороны равны. Сумма квадратов равна гипотенузы. Нет, гипотенуза равна сумме квадратов катетов. Ну, я наоборот просто сказала. Пифагоровы штаны во все стороны равны. Точно. Вот, хоть один. Я молодец. Сумма квадратов катетов? Катетов равно квадрату гипотенузы. Гипотенуза. Точно. Теорему Пифагора хоть помнишь? Штаны его равны на все стороны. Нет, квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Совершенно Я верно. училась все-таки не на географа, а на биофизика. Опа. Да. Здорово. Где вы можете такое встретить, что конь коня перепрыгивает? Подсказка — это игра. Так. Не знаю. Так у меня с логикой все очень плохо. Нет. 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 Коня. Или где, или когда. Не знаю. Вот это не знаю. Ну, памятник, наверное, какой-то. Игра такая. Шахматы. Шахматы, точно. Где встречается такое, что конь коня перепрыгивает? В гимнастике спортивной. Вообще в шахматах. Даю подсказку. Это игра. Шахматы. Точно. Где бывает так, что конь коня перепрыгивает? Конь коня перепрыгивает. Игра такая есть. Игра такая есть. Чехарда? Почти. Ну, поле чудес, наверное, нет? Ну нет, Нет? не знаю. Нет, Не знаю, не знаю. Это как проект ЕБ, очень мне напоминает. Да, это будет в шахматах. В шахматах, да. Точно. На заметку перед друзьями. Это было очень интересно. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь, а в комментарии пишите еще вопросы, которые мы будем задавать в следующих видео. Пока!